Если бы наука могла разгадать все загадки, на Луне уже жили бы люди. Мало того, мы поймем каждый аспект истории нашей планеты и все необъяснимые явления, которые ее окружают. Такой мир был бы невероятно развитым, но, возможно, немного однообразным. В конце концов, кому не нравятся хорошие загадки? В этом видео мы познакомим вас с несколькими загадками, камни, которые годами ставили ученых в тупик. Номер один. Не нужно много знать о науке, чтобы понять, что камни и валуны не живые. Поскольку они не живые, они не должны иметь возможности расти. И тем не менее, так называемые живые камни траванцев, Костешт и Валахии, Румыния, кажется, немного растут с каждым годом. Породы на самом деле представляют собой конкреции песчаника, способные выделять цемент. Их ядро состоит из камня, а внешние слои – из песчаника. Когда идет сильный дождь, на внешних слоях камней появляются новые выделения, которые способствуют их росту. С 2004 года камни полумесяца собирают в одном месте, известном как природный заповедник музея Траванс, как для более тщательного изучения этого явления, так и для их защиты и сохранения. Неудивительно, что многие местные жители, живущие вокруг камней и знающие их уже несколько поколений, верят, что камни живые и относятся к ним как к сверхъестественным объектам. Наука, возможно, дала лучшее объяснение, но даже сейчас очень немногие из них решают в это поверить. Ведь ученые не изучали бы их так внимательно, если бы были на 100% уверены, что разгадали все их тайны. Номер 2. Есть часть Сибири, известная как Край Света. Если бы вы когда-нибудь проводили там время, вы бы быстро поняли, почему. Климат настолько суров, что может быть смертельным, но не настолько смертоносным, как 80-метровая дыра, появившаяся в одночасье в 2014 году. Эта часть Северной Сибири богата природным газом, поэтому внезапное появление гигантского кратера изначально опасалось. Причиной стал мощный газовый взрыв под полуостровом Ямал. Однако интернет-теоретики заговора решили, что это должно быть место приземления НЛО. Спустя несколько лет после появления кратера до сих нет официального объяснения того, как это произошло. Хотя некоторые ученые считают, что это результат глобального потепления, когда нагретые газы поднимаются под поверхность и затем взрываются почти как пробка шампанского. Что можно сказать с уверенностью, так это то, что это не было вызвано метеоритом, что было еще одной из первоначальных теорий. Что бы здесь ни произошло, кратер образовался из-за того, что что-то толкнуло снизу вверх, а не сверху вниз. Если Россия и нашла ответы, она решила не делиться ими с миром. Номер 3. Наша следующая научная загадка принадлежит не одному месту, а нескольким местам по всему миру. Это каменные сферы, и в некоторых местах они настолько распространены, что люди просто проходят мимо них, даже не задаваясь вопросом, как они туда попали. Это верно даже для сферы размером с пляжный мяч, вмонтированной почти в 6 футов в стену водохранилища Шейл-Холлу в Колумбусе, штат Огайо. Огайо является особой горячей точкой для этих сфер, размер которых варьируется от нескольких сантиметров до нескольких футов, но обычно они имеют размер пушечного ядра. Официальное объяснение – это карбонатные конкреции, хотя специалисты не уверены в точных деталях их формирования и роста. По своей сути они состоят из доломита или известняка, но существуют внутри слоев сланца и выталкивают сланец наружу по мере своего роста. Этот процесс похож на то, как устрица может взять песчинку и превратить ее в жемчужину. Наличие сотен примеров для наблюдения я вагаю.
и тысяч других по всему миру не приблизило ученых к возможности точно сказать нам, как и почему возникают эти конкременты, и почему они всегда принимают такую форму. Номер 4. Ипподром Плая. В долине смерти, Калифорния, одном из самых негостеприимных мест на Земле. Это огромное, раскаленное дно высохшего озера кажется чем-то из другого мира, и не только из-за своего запустения. Здесь камни, некоторые из которых весят сотни килограммов, кажется, бросают вызов законам природы, таинственно скользя по пустыне, и никто их не касается. Эти загадочные парусные камни оставляют после себя длинные извилистые следы на песке, как будто они движутся в одиночестве в медленном призрачном танце. Самое неприятное то, что, несмотря на десятилетия исследований, ни один ученый не стал свидетелем этого движения. Здесь нет ни человеческих следов, ни признаков вмешательства, только те загадочные знаки, которые предполагают одинокое и тихое путешествие по пустыне. Это загадка, которая сбивает с толку исследователей уже более столетия. Загадка, погребенная в самом сердце долины смерти, которая по-прежнему не поддается никакому логическому объяснению. Номер 5. В Мексике много впечатляющих туристических направлений, некоторые из которых более известны, чем другие. Одним из наименее известных является Плая Эскондида на Мариетских островах. Пляж находится под поверхностью острова и известен тем, что его часто посещают пары, ищущие уединения. Если смотреть сверху, Плая Эскондида выглядит как дыра посреди зеленого острова. Местные жители называют его Плай-де-ла-Мор, что является прямой отсылкой к тому, что происходит здесь после наступления темноты. Раньше ученые думали, что пляж был создан в результате вулканической активности, но недавно их мнение изменилось. Сейчас считается, что в давнем слухе о том, что дыра образовалась в результате серии бомбардировок в начале XX века, может быть доля правды. Острова Мариетас необитаемы, поэтому правительство Мексики использовало их в прошлом для военных испытаний. Если это правда, то это не повторится, поскольку острова теперь являются национальным парком, а также биосферным заповедником, включенным в список ЮНЕСКО. Пары, посещающие остров в поисках развлечений, обычно приплывают на кайках. Номер 6. В Якутске, что в Восточной Сибири, сильные морозы – это норма. Зимние температуры опускаются ниже минус 40 градусов Цельсия, а рекордный минус 60 градусов Цельсия позволяют жителям зарабатывать себе на жизнь на этой холодной территории. Чтобы выжить здесь, требуется нечто большее, чем просто теплая одежда, это требует несгибаемого. В этом городе, расположенном примерно в 450 километров к югу от полярного круга, проживает около 300 тысяч человек, которые сталкиваются с необычными проблемами. Зимы суровые, что усложняет повседневные задачи. Летом температура превышает 20 градусов Цельсия, что свидетельствует о заметных колебаниях климата. Жизнь в Якутске непроста. Такие задачи, как покупка молока, усложняются, когда оно замерзает во время транспортировки. Несмотря на передовые системы охлаждения, климат остается проблемой. Кроме того, продолжительность светового дня сильно различается от всего лишь 4 часов зимой до ошеломляющих 21 часа летом. Несмотря на экстремальные условия, Якутск привлекает тех, кто ищет острых ощущений необыкновенного. Это место, где адаптация к контрастам природы является образом жизни, предлагающим захватывающее и уникальное существование в своей ледяной красоте. Номер 7. Ледяной отель на севере Швеции – ежегодное чудо, вытекающее из реки Торни и занимающее большую территорию. Каждую зиму художники превращают отель в замороженный шедевр,
создавая ледяной бар, стойку регистрации, главный лаунж и уникальные люксы. Номера, тщательно вылепленные из глыб речного льда, предлагают роскошную и прохладную атмосферу. В марте лед заготавливают и хранят на следующую зиму. Несмотря на свой временный характер, отель привлек миллионы посетителей. Весной лед тает, и отель возвращается к реке. Он предлагает изысканную кухню, уютный лаунж, экскурсии и приключенческие мероприятия. Эти ледяные домики показывают, что дом не только там, где сердце, но и там, где дух приключений находит свое замороженное убежище. Номер 8. В смелом путешествии в провинцию Сычуань в Китае и к величественным горам, где бесстрашному искателю предстоит преодолеть непростую задачу – преодолеть более 8000 ступенек. Это трудное восхождение приводит к впечатляющему пику Красного облака, уникальному природному феномену, скалистому шпилю, разделенному на две половины. На протяжении более 500 лет на этом шпиле располагались два небольших буддийских храма, также называемых пиком Красного облака, соединенных мостом, уходящим в небо. Тайна заключается не только в архитектурном чуде, но и в том, как буддийские строители транспортировали материалы на эту отвесную вертикальную скалу достижения, окутанной загадкой. Недавнее усиление гарантирует, что конструкции выдержат сильные ветры на таких высотах. Храм на вершине вершины привлекает любителей дронов, предлагая потрясающие виды, несмотря на порывистый ветер. Те, кто избегает утомительного подъема, смогут полюбоваться великолепием храма и окружающей его первозданной природой, не поднимаясь по сложным ступеням. Этот храм, сочетающий древнее мастерство и современную изобретательность, и является свидетельством истории, тайны и природной красоты. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться беспрецедентным видом на это замечательное творение и окружающую его нетронутую дикую природу, напоминанием о том, что некоторые чудеса стоят того, чтобы их посетить, даже если их испытать косвенно. Номер 9. На озере Танлисап в Камбодже на плавучих домах проживает необычное сообщество численностью около 1 миллиона человек. Хотя это может удивить, но это реальность. В этом богатом рыбой озере обитает до 200 видов рыб, что делает его идеальным домом как для водных обитателей, так и для людей, живущих на плавучих домах. В одном из населенных пунктов на озере проживает около 1000 семей. Хотя уникальный образ жизни этого сообщества привлекает туристов, он поднимает этические вопросы о вторжении в их повседневную жизнь. Тем не менее, жители, похоже, хорошо адаптируются, стойко сталкиваясь с проблемами туризма. Но настоящее чудо выходит за рамки туризма, речь идет о решении основных проблем, таких как санитария и водоснабжение. Жизнь на озере, которая на протяжении многих лет была источником воды, побудила жителей находить оригинальные решения, позволяющие поддерживать свой образ жизни, одновременно удовлетворяя свои основные потребности. Эти плавучие поселения являются примером гармонии между человечеством и природой в Камбодже, где инновации и традиции объединяются, чтобы процветать в нетрадиционной среде. Номер 10. Висячий храм Хэншань в Китае, смело расположенный на скале в горах Хэншань в Китае, висячий храм или храм Шаньконг демонстрирует необыкновенную изобретательность и стойкость человечества. Это архитектурное чудо, построенное более 1500 лет назад во времена династии Северной Эвэй, бросает вызов гравитации своим, казалось бы, деликатным расположением. Висячий храм состоит из 40 соединенных между собой комнат, соединенных узкими переходами и деревянными балками, встроенными в скалу.
Поддерживаемый этими прочными конструкциями и естественными скальными образованиями, храм остается прочным местом поклонения буддизму, даосизму и конфуцианству, отражая редкую гармонию между основными китайскими религиями. Внутри статуи и произведения искусства представляют божества этих религий, иллюстрируя общие духовные ценности. Такое сближение верований в единой структуре является редким выражением религиозной гармонии, признанным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Висячий храм привлекает туристов, готовых подняться по крутой узкой лестнице, высеченной в склоне скалы, и совершить захватывающее восхождение. Висячий храм– это не просто природное архитектурное чудо, это свидетельство человеческой веры и решимости преодолевать невзгоды в одном из самых необычных мест, выбранных в качестве дома. На этом все. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить много нового. До свидания.